Власти идут на крайние меры, а люди в спешке бросают все и срочно эвакуируются из региона. Скопилось 3000 машин. Официально введен режим ЧС. На пока еще полуострове начинается страшное. Украина начала спецоперацию на территории России. Экстренное обращение президента к спецслужбам. Взрывы по всей стране и тяжелые последствия. Отсчет запущен. 500 тысяч дронов-убийц. Каждый солдат получит по беспилотнику. Официальное заявление Минобороны. Тактика ведения войны меняется окончательно. Удар России по Европе. В НАТО объявлена тревога. Россияне готовятся к полной эвакуации. Об этих и других самых главных событиях к вечеру 26 июня. Вечер пятницы – время отдыха. Но перед этим все самое важное за день. В эфире Нехта, я Степан Путила, а вам спасибо, что с нами. Начинаем. Украина начала спецоперацию в России, и сразу с рекорда. Минувшей ночью ВСУ нанесли крупнейший за всю войну воздушный удар по российскому тылу. По признанию самого Минобороны РФ, в небе над 12 регионами и Крымом сбили 660 дронов, больше, чем когда-либо. Тихо. Вот он, вон он летит. Главный гостиниц прилетел в Тульскую область. По химзаводу «Азот» в Новомосковске. Это непростой комбинат. Помимо удобрений он гонит сырье для взрывчатки и боеприпасов. После налета над городом повис запах аммиака. Также досталось ГРЭС, что греет 2/3 Новомосковска. Летело и по Москве. На подлете к столице сбивали до 500 дронов, а 3 аэропорта встали. Это не разовая акция, а лишь начало. Накануне Зеленский утвердил для СБУ спецоперацию по давлению на Россию, чтобы принудить Кремль к миру. То есть впереди еще 40 дней такого. Утвердил для службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к прекращению войны. Интересна формулировка принуждения к миру в отношении России. Раньше ее использовал Путин. Например, называл так вторжение в Грузию в 2008 году. И дроны, к слову, летят все гуще. Российское ПВО захлебывается. За май отчитались о 8,8 тысячах перехваченных беспилотников против 3,7 тысяч в январе. Бить чаще значит бить успешнее. Щит трещит по всем швам. К слову, почти 40 тысяч дронов атаковали Россию с начала этого года. Это по 6 тысяч беспилотников каждый месяц. Бензиновую яму Кремль роет себе сам. Заводы встают один за другим. После очередного недавнего удара остановился Норси под Нижним Новгородом, крупнейший НПЗ «Лукойла». Дрон выбил на нем установку, дававшую четверть всей мощности, и завод попросту ушел в бесконечный ремонт, прекратив продавать топливо. Теперь главное, это уже 5-й российский НПЗ, вставший только за июнь, 5-й за этот месяц. Неудивительно, что бензин в стране пропадает, а цены бьют рекорды. Перерабатывать нефть скоро просто будет негде. Бегут, бросают все и бегут. Десятки километров машин в одну сторону, лишь бы успеть выскочить. В Крыму сезон, кажется, пошел не по плану, ведь туристы едут обратно. Перед Крымским мостом выстроилась рекордная пробка. Почти 3000 машин по 5 часов на досмотр. И едут все в одну сторону, на выезд, на материк, пока еще мост стоит. Братва, мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда. А причин бежать целый букет, все разом. Ночами полуостров утюжат и добивают дроны. Под одним лишь Севастополем сбили под 70 штук. Из-за чего мост закрывают на полночи. Свет отключается, а следом и вода. Обесточенные насосы встают. Бензина нет вовсе. Заправки для обычных людей закрыли. Горючее только спецслужбам. Дошло до того, что в очередь на мост стали бензовозы. Топливо настолько в дефиците, что ради него рискнули даже безопасностью моста. Ну и людей, понятно. Уважаемые пи***ы, вашу тактику транспортировки боеприпасов гражданскими легковыми автомобилями и специализированной техникой экстренных служб мы не оставим без внимания. Власти идут на крайние меры. В Республике Крым и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, заявляют оккупационная администрация. Поезда также отменяют. С 8 июля в Крым пустят всего 7 составов, да и те лишь до Керчи. Но что показательно, побежали первыми те, кто еще вчера кричал «Крым наш!». По данным украинских источников, семьи местных чиновников и силовиков потянулись с полуострова первыми. Оккупационная власть лишь нервно отмахивается. Так называемый глава Крыма со своим советником уверяет, никакого бегства нет, а все слухи — фейки. Фиксируем массовые вбросы врага в разнообразных чатах.
Не дождетесь. Держим строй, доверяем только официальным источникам информации. Ну, расскажите это спутниковым снимком, где пробка тянется на 10 километров. Была страна бензоколонка, стала страна автостоянка. Эвакуация за эвакуацией, бегут уже по обе стороны фронта. На захваченных землях драпают сами оккупанты. Администрация гауляйтера Сальдо в панике собирается бежать из Херсонщины вглубь, а из Севастополя в Новороссийск утекает командование Черноморского флота вслед за русскими военными кораблями. Об этом сообщают СМИ, но заполыхало и в сердце России. В Подмосковье объявили ракетную опасность и средь бела дня эвакуировали студентов. Это не учебная тревога. Проследуйте в укрытие. Тревожное сообщение по чатам. Не Херсон, а Московская область, даже уже та самая тыловая Россия. Помните вчерашнего героя СВО, что грозил Путину военным мятежом? Мол, не пустите в Кремль, и армия развернет оружие против вас. Так вот, бунт отменяется, не успев начаться. Уже известное имя крикуна Александр Лунин из Воронежской области. И то, что вся эта история с Душком. Подробности. По его же словам, записать грозное видео велели какие-то неизвестные на крузаке, представившиеся высокими чинами из МВД. Дескать, запишешь, и Путин лично тебя примет. Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала. Едва запахло жареным, Лунин мгновенно протрезвел и дал заднюю. Оказалось, никакой он не бунтарь, а настоящие враги народа, вовсе не Кремль. Где я якобы пытаюсь каким-то бунтом пугаю президента. Вы вообще в своем уме, кто я, и кто президент. Если бы хотели делать какой-то мятеж или бунт, они бы делали это тихо, не обратились ко мне. И это сработало, в отличие от вас, пи***цев. Z-блогеры, защекайте вы, ебаные, Вы настоящие проблемы когда будете озвучивать, потому что вы подсол, соловьевские. Вот вам и весь Пригожин 2.0. Сутки погрозил и сам же сдулся, переведя стрелки на телепропагандистов. Болото только булькнуло, да и затихло. Что, кстати, ровно подтверждает прогноз Невзорова в интервью Нехта. Побурчат, поскандалят, но взрывать никто ничего не станет. Идти на Москву, мягко говоря, пригожинским маршем некому. Пригожин мертв. Рассчитывать на какую-то вспышку гнева народного я бы не рекомендовал. Полная версия нашего интервью с известнейшим публицистом уже на канале Нехта Момент. Там еще больше интересных моментов. Ссылки в описании и комментариях. 500 000 солдат, и у каждого личный дрон-убийца. Целая страна спешно лепит дроновую армию, каких еще не видел мир. Нет, это не Украина и не Россия, это Южная Корея. Сеул объявил, обучит 500 000 воинов-дронов, а беспилотник станет вторым личным оружием каждого бойца, как автомат. На передовую раздадут десятки тысяч дронов, причем без единой китайской детали. Все свое. Войны в Украине и на Ближнем Востоке ясно показали. Дроны стали переломным оружием. Раньше все решали единичные дорогие системы. Сегодня поле боя меняют дешевые дроны, запускаемые массово. Вот вам и главный урок этой войны для всего мира. Будущее за дешевыми дронами, которыми давят числом. Украина это доказала на горящих российских НПЗ. А теперь по ее учебнику вооружаются армии всего мира. Есть ниточка, на которой висит вся путинская война. И теперь она рвется. Еще пару месяцев назад Москва сбывала нефть по рекордным $116 за бочку. А теперь Уралс рухнула до 50 вдвое и даже больше. Виной всему мир, которого в Кремле так боялись. США помирились с Ираном, открыли Ормузский пролив, нефть подешевела по всему миру. Да еще свою Уралс россияне впихивают со скидкой $22, иначе никто не берет. А это дыра в бюджете, которую латать уже нечем. Эксперты пугают заморозкой вкладов. Пока Путин грозит войной, его добивает обычная бочка нефти. В НАТО снова тревога, на сей раз в Румынии. Под утро Бухарест поднял военный вертолет и объявил воздушную тревогу. Слишком близко к границе российские шахеды били по украинскому югу над Дунаем. Обошлось, границу не нарушили, обломки не падали, но звоночки копятся. Месяц назад шахед влетел в жилой дом в румынском Галаце, а в порту Констанца рванул залетный морской дрон. Война все громче стучится в двери НАТО.
Лучшая защита — это нападение, и Кремль уже грозит бомбить Европу. С таким заявлением выскочил депутат Госдумы Колесник. Мол, Россия все равно придет к ударам по европейским заводам, где делают оружие для Украины. Мы все равно к этому придем и будем наносить удары по объектам, где производят дроны и ракеты. Придется бить, чтобы европейцы пришли в себя. Звучит грозно, вот только Россия и свои НПЗ защитить-то не может. Какая там Европа? Очередная угроза в пустоту, чтобы дома оказаться сильными. А пока одни грозят миру, другие лечат собственный народ советами. Депутат Леонов на голубом глазу заявил, чтобы побороть бензиновую тревожность, россиянам надо меньше читать новости. Была вот эта истерика, типа на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Бензина нет, а ты не читай, и отпустит. Гениальная проблема нерешаемая, порешать нужно тех, кто о ней говорит. Но переплюнул всех зам Минюста Свириденко с идеей дня. Уехавших иноагентов, оказывается, можно заменить искусственным интеллектом, чтобы ИИ строчил правильный контент вместо них. Представьте себе, что этот же искусственный интеллект просто его заменит и будет делать все то же, что делали те иноагенты. И это замминистра, да. Видимо, в Кремле всерьез верят, что нейросеть будет ругать власть тем же огоньком. А вы как думаете, может, проще будет самих депутатов с чиновниками заменить на ИИ? Хуже точно не станет. Пишите в комментариях. А напоследок, новейшее достижение чеченской науки. На торжестве в Грозном к Рамзану Кадырову вдруг подошел механический мусульманин. Ахмад – сила, шеф-чемпион. Аллаху Акбар. В сети, кстати, припомнили, это же тот самый Кадыров, что годами хвастался. Наготовить десятки тысяч бойцов, только прикажите. Бойцы есть, приказа все нет. С роботами вон здоровается исправно, а его непобедимая армия на фронт что-то не спешит. И, похоже, все передовые технологии уже ушагали в Чечню. Тревожный звоночек. В России уже к осени могут отрубить доступ ко всем зарубежным сервисам. Вообще, Минцифры под предлогом борьбы с VPN вводят мораторий, и у операторов начнут заканчиваться мощности на внешний трафик. Схема простая. Базовый тариф, только российский интернет, а за выход в нормальный мировой доплачивай. Свободный доступ к информации хотят сделать платной роскошью, так что готовьтесь заранее. Next Step VPN – наш собственный, надежный и быстрый способ оставаться на связи и видеть правду. Сейчас самое время. До 30 июня идет летняя акция, годовые тарифы с хорошей скидкой. Заходите по ссылкам под видео. На этом пока все. Спасибо, что остаетесь с Нехта. Будем на связи, что бы ни случилось. До встречи уже утром.